Ну, шашки, шахматы, вот я нарисовал себе, когда сидел, чтобы мне было скучно, играл, когда у меня были соседи. Мыло, вот, которое мне выдали на 30-й день, я его завернул в пачку от галет, потому что там все было грязное. А листовки мы эти сделали еще в самом начале, ребята принесли распространять, еще когда русские только зашли. Началось движение с 24 февраля. Собрались у меня дома, решили сначала, ну, просто помогать всем, кому можем. Ребята развозили волонтерку, там, каким-то старушкам продпакеты сначала. А потом уже это стало не актуально, кругом стала куча русских, и все, перешли на подпольную деятельность, так сказать, партизанскую. Собирали информацию на негодяев, потом ребята взрывали их, которые умеют взрывать. Я сидел просто в телефоне. У меня было там ряд чатов, откуда со всех сторон мне слетались координаты, я их там перебирал и рассылал другим. Давление такое, какое-то тревожность, от каждого шороха боишься, выглядываешь, фух-фух-фух из окон. Коллектив был большой, там и женщины были, и дети. Больше всего толку было от них, потому что они могли это делать беспрепятственно, они не вызывают подозрения. И я хотел начать с коллаборантов, потому что, во-первых, это предатели наши, это принципиально было как бы их наказать. Ну и проще, потому что коллаборантов меньше защищали, охраняли, чем, допустим, их там старший состав какой-то орковский. Позвонили в дверь. Со мной сидел товарищ. Я говорю, не открывай, не открывай. А он, видимо, в стрессе, я не знаю, пошел открывать. Я пытаюсь избавиться от телефона, у меня не получается. Да, прошлась вся группа по мне, стянули стяжками пластиковыми руки, натянули футболку на голову. Чувак просто сделал петлю из провода, повесил мне на шею и начал меня поднимать вот так, как мешок на плечо. Я там позадыхался, потрепался. Они меня там немножко побили и поехали мы на яму. И все, привезли. Вокруг меня собралась кодло человек 8. Со всех сторон тебе кричат за спины, сзади, там, спереди, фух-фух-фух, там, бьют тебя, задают вопросы, бьют, не дают ответить, там, бьет тебя в диафрагму, ты выдыхаешь, пытаешься вдохнуть, он начинает бить тебя током, тебя судорога сводит, ты не можешь вдохнуть, и ты вот такой, типа. Первый день помучили, и завели в камеру. Оказался в сырой бетонной коробке, и все. С деревянным полом. Вот эту книгу я именно увидел просто, как листал один из охранников, и говорю, вау, класс, дай полистать. Ну, хоть что-то позалипать, там ты просто сидишь, блин, в яме, и ничего не происходит. Ты хоть что-то, типа, отвлекаешься. Там были и молодые парни, и взрослые мужики. От возраста зависит их взгляды. Если это такой взрослый мужик, то он чисто, блин, большевик в душе. Сталин всех спасал. А те, которые постарше, просто типа говорят, шо вы, блин, разбудили медведя, ну теперь мы пришли. Добро пожаловать в Русскую империю. Слушаешь постоянно крики других заключенных, пытки, вот это вот, они там верещат, пожалуйста, не надо, пожалуйста, мамочки. И один раз я видел, ну я не видел, я слышал, что они мучили человека, занесли его в камеру, и через полчаса начали кричать, что он не дышит, и я уже через дырочку там от болтов в двери увидел, что они вынесли тело. Начали там допрашивать. Я типа просто говорил, что мы разводили спецслужбы на деньги, мы вообще любим Россию, давайте мы будем работать с вами, возьмите нас к себе, типа все такое. Любую возможность искал, чтобы меня просто дали мне пространство, чтобы я смылся. Не сработало. Я очень сильно надеялся, что придут наши прямо туда, когда я буду там, и меня освободят, и я посажу этих ребят в камеру и сам буду крутить их тапиком.
бить палками и все дела. Но, увы, к сожалению, так не произошло. В то же время было стрёмно, что если будет так, то они просто поубивают пленных в камере. Они мне еще обещали постоянно кинуть гранату в кормушку, в это окошко в двери, типа. И я, типа, ждал, что они либо так сделают, либо постреляют как-то, типа, нас, и все. Он говорит, ну все, теряйся. Месяц до конца моей ротации, у тебя есть месяц, чтобы сделать какие-то фейковые документы, потому что они забрали все мои паспорта, тоже все, ну, короче, все забрали, что смогли. И все, он меня отпустил 11 октября, ровно через месяц пришли наши. Первые, наверное, 2 суток я не спал. Я не знаю, у меня такая была тревожность. Во-первых, я тупо жрал постоянно. Пил, ел сухари, пряники, там, бублики, все, что было. Ну, а потом начал успокаиваться. И как-то потихоньку вернулся, ну, в нормальный ритм жизненный, так сказать. Вот и все.